Всем привет! С вами Федор и канал Tracker in Scandinavia. И сегодня мы погрузимся в мир норвежских дорог глазами дальнобойщика. Все традиции и правила, которые нужно соблюдать при движении на грузовике по Норвегии. Горы, фьорды, туннели и суровая погода. Норвегия прекрасна, но требует особого подхода за рулем грузовика. Также несколько слов я добавлю о кемперах, которых здесь в летний, да и в зимний период огромное количество. Ну, конечно же, в большей степени это о летнем периоде идет речь, потому что сюда съезжаются со всех стран Европы, из Испании, Португалии, Германии, в большей степени, конечно же, и так далее. В этом видео я расскажу об особенностях дорожного движения, о законах, которые нужно обязательно соблюдать, и о неписанных правилах, которые сделают ваше пребывание здесь более безопасным и прекрасным, которые помогут вам чувствовать себя увереннее на местных дорогах. Погнали! Первое, что бросается в глаза в Норвегии, это, конечно же, рельеф. Дороги часто петляют между гор и фьордов. Качество покрытия в основном отличное, но будьте готовы к узким участкам, особенно на региональных дорогах. Также по проезду через перевалы вы можете ожидать впадины, а где-то даже очень выбитые колейностью дороги. Здесь часто нет центральной раздельной полосы, и разъезжаться со встречным транспортом, особенно с другими грузовиками или автобусом, нужно очень аккуратно. Зачастую нужно складывать зеркало или сдавать даже назад в поисках кармана, чтобы пропустить встречный транспорт. Здесь уже как бы работает водительская немножко солидарность. Вы должны всегда, когда едете, смотреть и видеть. Вы едете на узком участке дороги, вы должны себе примечать. Вот кармашек, вот кармашек. Увидели вдалеке, едет грузовик. Просмотрели вперед. Есть ли у вас возможность посмотреть вперед, видите ли вы там карман, чтобы прижаться, если совсем узкая дорога, то едете туда. Если нет, в ближайший, который возле вас, останавливайте сразу и ждете, пока проедет тот грузовик. Если он вам сдалека, вы увидите, что он остановился и моргает вам, значит, едьте к нему, он вас пропускает. Туннели – это отдельная история, и их здесь тысячи. Как широких, так и узких, как высоких, так и низких. Как современных, так и очень старых, которые вырубили викинги, так они и остались. И зачастую вы на грузовике будете проезжать в эти туннели. Также туннели бывают как односторонние, так и двухсторонние. Бывает, что въезд в туннель по светофору. Машина проехала, затем со следующей стороны только поедет другая машина. И также, кто забыл или не знал, что в Норвегии самый длинный дорожный, здесь это главное слово, дорожный автомобильный туннель, 24 километра. Лердальский туннель. О нем у меня есть отдельное видео на канале. Интересный факт, в некоторых норвежских туннелях есть даже круговые развязки. Паромы – неотъемлемая часть логистики, особенно на западе страны. Это экономит время и топливо по сравнению с объездом фьордов. Обычно все автоматизировано через систему Автопас. Но будьте готовы к расписанию, которое не всегда бывает часто, и также к очередям. Что для грузовиков, что для легковых. Проезд идет по Автопас. И ситуация для грузовиков немножко может быть в летний период, в пик туризма, когда паромы заполненные ходят, то вы можете приехать и можете не попасть на первый ближайший паром, так как его забьют в первую очередь легковыми, а вас уже отправят следующим паромом. Такое тоже не стоит исключать. В целом движение происходит, кто попадает в маршрут паромный, как у меня есть видео тоже на канале не так давнее, на Вольве, где я. У меня там за 2 дня было там около 8 паромов, наверное, маленьких. Ну, это не паромы, это переправы считаются. То есть, обычно паромная переправа. Есть тоже маленькие, есть большие. По сроку идут от 15 минут и до 2 часов. В зависимости, где вы находитесь. Паромы, вся сеть идет полностью от юга и до самого севера. До Финмарка, наверное, и может быть там и далее, но там уже на Финмарке я, наверное, паромчиками никуда не ходил. Все у меня заканчивалось в районе Тромса. На паромах, у которых открытый верх, разрешено находиться в автомобиле. Паромы, у которых закрытая часть, где стоят автомобили, находиться запрещено, и вас попросят выйти из автомобиля и проследовать в зал ожидания. На паромчиках присутствует еда,
ну, небольшая, где-то перекусить, какой-то хот-дог, там гамбургер всегда можно взять. Но цена, конечно же, там будет вам совсем не сладкая, хочу сказать. Расписание паромов подсказал мне, кстати, коллега в Телеграме. Да, кстати, в Телеграме есть канал. Заходите, подписывайтесь, ссылка в описании будет. Это закрытый Телеграм-канал, лично мой, где я также публикую очень часто разный материал, фото, видео, какие-то публикации, интересную информацию, поэтому переходите, подписывайтесь. И там коллега мне подсказал, что можно смотреть расписание в Гугле. То есть просто в Гугле, когда вы вбиваете маршрут, вам нужно от этого острова до того острова, и вам Google выбивает расписание. Но здесь поправочка, что не в каждом месте Google вам даст эту информацию. Я несколько раз так делал и не всегда получал эту информацию, но в большинстве, особенно самых популярных маршрутах, вы получите себе информацию. Также на Вегвесоне вы можете вбивать ваш паром по маршруту и смотреть расписание, полное расписание вашего парома. Я решил избавиться в большей степени от пыли, поэтому заказал чехлы и ковры для этого тягача. Потому что оригинальные ковры очень сильно собирают грязь. Ну, а сиденья оригинальные очень сильно собирают пыль. От этого принял такое решение. К кому же я обратился? Обратился я, друзья, в компанию Pegas. А почему именно в Pegas? Продукция компании Pegas идеально ложится по геометрии как на пол ковры, так и чехлы на сиденье за счет 3D-сканирования и точного раскроя. Подход индивидуально каждому клиенту. Главный огромный плюс Pegas – это гарантия и сервис. У конкурентов на типовые ковры либо не дают гарантию вовсе, либо она формальная. У них реальная гарантия 1 год. В случае брака или ошибки в пошиве они все устранят. Если ковер не подошел, они исправят лекало. Мне было главное, чтобы ковры идеально легли на пол Scania S и чехлы сели четенько на сиденье. Ссылку на сайт Pegas я оставлю в описании. Также, если кто-то будет заказывать там чехлы или ковры, называйте кодовое слово от Федора, и вы получите гарантированный подарок. Обзор чехлов и ковров, которые я заказал, конечно же, посылка будет доставлена в Польшу. Следующий важный пункт в дорожном движении Норвегии – это горные перевалы. Да, это все красиво, но зачастую бывает сложно, особенно в зимний период. Многие из них закрыты зимой с октября по ноябрь и открываются в мае, в июне, в зависимости от того, как долго там лежит снег или идут осадки и так далее. Зимой для грузовиков перевалы это особенное что-то. То есть это сама суть в целом работы в Скандинавии и в отдельном случае Норвегии. Потому что в Швеции в целом все перевалы очень плавные заходы. Да, где-то есть там местами и очень хорошие подъемы, но в меньшей степени. В Норвегии же, конечно же, уже все совсем наоборот. И самое главное, каждая граница Норвегии со Швецией, чем севернее, да, идем, в Норвегии всегда у нас будет острый подъем, в Швеции всегда будет плавный подъем. Проезд по перевалам также мы смотрим на Вегвесоне. Также можно смотреть в приложении Вегвесон Traffic. Вы заходите, выбираете язык либо норвежский, либо английский. Выбираете тип транспорта, и вся ваша карта точно так же. Все камеры, вся погода, все будет вам отображаться. Отдельно погоду я смотрю на ur.no. Там также есть информация о перевалах, о закрытых дорогах и камеры. Поэтому едем, все проверяем. Зимой тоже можно нарваться точнее летом, я хотел сказать, летом вы также можете нарваться на какую-нибудь неприятную ситуацию на перевале. Скажем, там прошел дождь и ночью решил там мороз какой-нибудь взяться -1. Что-нибудь в этом роде. Ну и снег может пойти, такие тоже случаи бывали, да. Ну и, конечно же, погода. Собственно, сама погода. Ходит такой миф, наверное, можно его назвать. Но это больше не миф, а неправильная поданная информация, которую подают все travel-блогеры какие-то там и залетные лица, которые попадают в Скандинавию или в Норвегию на один день. И делают они тут свои выводы. И обзоры рассказывают, какая тут страна. И я вам расскажу, как они рассказывают о ней. Они приезжают в первый день, в Гугле ищут всю информацию, и из этого они делают контент, и потом друг у друга они вот так вот одно и то же повторяют. Так вот, везде звучит такая фраза: в Норвегии за 5 минут у вас поменяется погода, град, снег, гроза, молния и все остальное. Это неправильная информация, это чушь собачья.
В Норвегии может меняться погода в зависимости от вашего передвижения. В зависимости, едете вы по горам, едете вы возле воды или вы едете посередине Норвегии. Естественно, это каждый должен понимать, что если мы идем в гору, у нас погода будет меняться. Если мы идем на спуск с горы, у нас погода будет меняться. Если мы отходим от воды дальше, у нас погода будет меняться. То есть в апреле месяце мы идем вдоль воды, у нас цветет везде трава, цветы и все остальное. Уходим на перевал, мы попадаем в метель. Элементарно. Это горы, это перепады высоты, неизвестно какие. И в Норвегии самый огромный запас пресной воды. Не знаю, как в мире, но в Европе так точно. Огромные ледники. И, соответственно, в центре, в горах, это отдельный климат идет. И это должен понимать каждый. А нету такого, что вы будете ехать, я вот еду километр, у меня сейчас здесь выпадет снег, дальше у меня будет дождь, а там будет у меня плюс 40. Такого не бывает. Примерно вам могу сказать, теплый сезон в Норвегии длится тоже, опять-таки, по-разному, да? Но июнь-июль. Июнь-июль, больше, наверное, середина июля. Ой, середина июня и июль. Купаться в Норвегии можно или нет? Можно, но вода будет холодная везде. Если вы где-то найдете в центре какое-то маленькое озеро с непроходящей водой, может быть, там будет теплая вода, да. Но все фьорды, естественно, реки, море, оно все холодное. Поэтому только закаленные могут делать это, либо под этим делом. Вот. Ну, либо же, когда жарко, да, я фьорды также люблю. Больше с того, что очень чистая вода. Кристально чистая вода. От этого и берег. Всегда берег. Шикарный, классный берег, по которому вы можете спокойно идти. И также вы всегда в целом огромное количество карманов, где вы можете остановиться и пойти покупаться. Ну, давайте разберем ключевые законы и правила для грузовиков. Законы. Незнание не освобождает от ответственности, а штрафы в Норвегии очень высокие. И повторное наказание влечет вам депортацией. Либо лишение прав, либо депортация. Для водителя-дальнобойщика это одинаково приговор, что там, что там. Скоростной режим транспорта, который выше 3,5 тонн, это 80 км в час. Но такой закон вы можете сами знать по всей Европе. Другой момент, как за него наказывают и не наказывают. Тоже здесь как кому взбредет. Зачастую на это меньше обращают внимание, чем в каких-либо других странах. Например, лично у меня за опыт, сколько я тут, 7 лет, да, 8, с 2017 года, да, у меня ни одного штрафа нету в Норвегии за скорость. Еду я и 90, и 85 по-разному. Как кому повезет, я не знаю. Смотрите сами. Главное, что вы должны знать, скорость 80. По поводу радаров. Радары также установлены стационарные. Также могут стоять выкидухи. Может стоять полиция с радарами. И такие тоже здесь есть. Да. Значит, радары, которые устанавливают, срабатывают где-то от 3 километров. Точно вам не могу сказать. Вот ехал больше 5 километров, меня щелкало. Ехал 5 километров, меня щелкало. Штрафы, кстати, ни один штраф мне не приходил. Ни в Эстонию, ни в Польшу. Ни в Латвию, ни в Литву. Радары зачастую также устанавливают на дорогах на какое-то определенное расстояние. То есть на каком-то участке дороги там в 5 километров вы скорость должны соблюдать там 70 километров, например, в час. Вот. Ну, населенные пункты, все понятно, это 50, если нету ограничений меньше, типа 30, 20, 40. Более детально о всех штрафах, о сумме этих штрафов, какие виды и так далее. Если есть такая необходимость, я сниму отдельное видео, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, чтобы я понимал, что эта тема вам нужна и важна. Режим труда и отдыха в Норвегии также действует по обычным правилам ЕС, но здесь все-таки более мягче за счет зимы. Здесь мы можем переезжать время любое, как суточное, так недельное, неважно какое. Особо на это здесь внимания не обращают. Ну, конечно же, в летний период, если вы будете каждый раз исполнять что-то, то Норвегии любят в целом все суммировать. То есть они посмотрят, у вас там одно нарушение за месяц. Ну, пальцем помашут, скажут, давай, там больше так не делай.
Все хорошо, сел, поехал. Если вы исполняете это каждый день, каждую неделю или каждый месяц, то, естественно, они посмотрят, скажут, ты, дурачок или что, и выпишут вам штраф. Соберут вашу в кучу все вот эти вот ваши косяки и выпишут вам один большой штраф. У меня также за режим труда и отдыха нету никаких штрафов и никогда не было. Были переезды, нарушения разные, даже где-то такие по 30 минут я переезжал. Это ситуация, зима, нету стоянки, заметена, закрыта, что-то в этом роде. Просто где-то стояли в пробке, ждали, пока откроют дорогу. Все может быть по-разному. И когда эти были нарушения, я говорил, у меня есть распечатка. То транспортник говорил, не-не-не, ничего не надо, все хорошо, смотри, вот тут так. Ну вот здесь как бы старайся так не делать. Я говорю, хорошо, все, понял, поехал. Каждый водитель вносится в базу, в единую базу, я не знаю, правда, полиция это или ВГВС. Вы один раз попали на контроль, ваши данные взяли, вы остаетесь там. Я там с 2017 года, вся информация по мне у них есть. И когда он открывает планшет, он смотрит зелененькая, красная, желтая. Ага, посмотрел, что у меня там было, за что у меня было. Спрашивает, так, вот это у тебя было сейчас еще раз или нет? Я говорю, нет, не было. Хорошо, все. Зачастую все происходит на доверии, без дополнительных каких-либо проверок. Вот, поэтому, если вы здесь долгосрочно собираетесь работать, то работайте правильно, не косячьте. И не стоит корчить себя там какого-то правомера, там вы все знаете, понтоваться и ругаться с транспортниками, вам точно это не нужно. Любой транспортник умнее вас. И в Норвегии они самые лояльные, я об этом также делал видео, рассказывал популярно, что это лучшие транспортники, которых я когда-либо видел. Можете пообщаться, можете похихикать, если вам позволяет это язык. То есть вообще все всегда нормально. За просто так норвег никогда не накажет. Все наказывается по делу. Более детально все случаи, которые со мной происходили с транспортниками, если есть такая необходимость, тоже пишите комментарий, ставьте под этим комментарием лайк. Если есть такая тема, просто пишите комментарий, что вам интересно будет послушать о всех моих проверках, где когда-либо или выписывался мне штраф за ВГВС. То есть штрафы у меня были выписаны, но не за режим труда и отдыха. То есть у меня почему были? У меня был один только штраф за все время. О нем также известно на канале. И была ситуация очень интересная, где мне предложили посидеть в тюрьме, либо оплатить штраф. Но в итоге я подал апелляцию, и с меня сняли все обвинения. Для каждого водителя грузовика самое главное законные правила соблюдать в зиму. В зиму это у нас есть два основных пункта. Это цепи и резина, правильно. Резина от 5 мм. Чем больше, тем лучше, естественно. В идеале ваш протектор должен быть на зиму 9, 10, 11 мм. Цепи противоскольжения для сцепки, как у меня. Стандартный сидельный тягач плюс полуприцеп 7 цепей. По более детальным, у кого какие-то разные есть грузовики, либо же кемперы, легковые, эту всю тоже информацию вы можете найти на ВГВС. По поводу, значит, если у вас нету цепей, если у вас цепь порвана, вас остановили транспортники, проверили, у вас что-то не так, в лучшем случае, если вам просто дадут штраф и отпустят, а в худшем вас поставят до устранения. Ищите цепь где хотите. Также вам могут предложить сразу на месте своих посредников, которые предложат вам норвежские цены по норвежским ценам. И я думаю, работодатель не будет платить это из своего кармана. Так? И точно также по резине вам могут как выписать штраф, если какие-то несоответствия будут, также могут дело привести до устранения. Ну и вы, конечно же, при всех ситуациях, вы работаете там на кого-то, вот там ваш хозяин не хочет что-то ставить нормальную резину. Резина трехпиковая, кстати, гора, снежинка должна быть обязательно, но я всегда говорю перед началом зимы, это ничего вам не дает. Вы должны смотреть протектор. Протектор у вас должен быть зимний. То есть это лично для вас. Это не для транспортников. Транспортнику он вам тоже может это, конечно же, сказать, но по закону он вам ничего не сделает. Есть список резины, который запрещенный. Также он на сайте ВГВС периодически публикуется. Ну, какая-то резина туда как попадает, так и выходит. Поэтому резина это ваша, вы должны понимать и знать, какая должна быть правильная у вас хорошая резина. Главный фактор это, конечно, очень частая ламель и мягкость. Чем мягче, тем лучше. С этим разобрались.
штраф, замена и красная строка в вашем личном деле. Действует зимний режим с 15 октября по 30 апреля. В этот период у вас должно быть все идеально. В целом у вас всегда должно быть все идеально. И тогда у вас будет всегда все хорошо. Это логично. Про цепи, кстати, не только важно их иметь, а важно их надеть. Очень многие, кто работает здесь, они просто никогда в жизни их в руках не вертели. Другие просто вертели, но надевать как не знаю. Смотрите, какая может быть ситуация. Закрытая дорога, контролирует ее полиция, например. В лучшем вам повезет, если это будет дорожная служба. Ну, хотя тоже и те, как бы по-разному могут на это отреагировать. То есть к вам подходит сотрудник, да, неважно, дорожной службы либо полиции, и говорит: так, впереди там проблемный участок дороги, вам нужно надеть цепи. 3 цепи, наперед и 2 назад. Вы такие: ага. Вы выходите и вы начинаете тупить, вы не знаете, как надеть цепь. Вы думаете, вас будут стоять и ждать все? Нет. Полиция или сотрудник подождет чуть-чуть, а затем он вызовет просто-напросто вам викинга, и викинг приедет, наденет вам цепи. А знаете, кто за это все заплатит? Правильно, вы. Точно не работодатель. Каждый должен понимать, когда идет на работу в Скандинавии, конкретно с работой в Норвегии, потому что есть работа в Скандинавии без Норвегии, да. Но если у вас Норвегия, вы должны уметь надевать цепи. Вас должны обучить этому на базе. Либо вы должны научиться этому сами, как хотите. У меня есть видео про цепи, но, возможно, нужно его освежить, снять по-новому как-то там. Пишите, если вам это нужно. Но я думаю, это уже можно будет делать ближе к началу следующего зимнего сезона. Поэтому вот, у вас есть цепи, все целые, все хорошо, но вы не умеете их надевать, и вы попадете просто, ну, викинг приедет. Всегда цена викинга зависит от того, как долго он к вам ехал. Если он ехал близко, ну, оденет он вам цепи на, там, евриков, может быть, 300 каких-нибудь. А если он ехал к вам далеко, то наденет он вам цепи тоже за 500 и за косарь, я не знаю, если честно. Я с таким тоже никогда не сталкивался. Как я научился надевать цепи? Сам в большей степени. Единственное, что я вот не помню, по-моему, это у Андрея Босуна когда-то на ютубе что-то было, какое-то видео с цепями, может, или я что-то попутал, не буду утверждать. Также пытался какие-то искать картинки, информацию, на то время это вообще ничего не было в интернете. Это сейчас вы там можете найти, там, в том числе, когда и мое видео старое какое-то, и еще чьи-то видео, как кто надевает цепи, с разными лайфхаками. В то время ничего этого не было. И в Крейсе, первое было это в Крейсе, нам пришли, даже как это типа выглядело, мы должны были сдать сразу зачет, чтобы нас пустили в Скандинавию, мы должны были сдать зачет уже, что мы умеем их надевать. Вот, то есть нас там этому никто не обучал. Ну и нам чувак, как бы, кто принимал, инструктор, мы там умные 3 человека стояли, что-то там корчились, что мы что-то умеем. Ну, в целом, да, начали показывать, где-то он нас поправил, где-то сказал, как хорошо, где сделать проще, где лучше, то есть, вот. Ну и все, вот мы сдали этот зачет, и затем что я сделал? Я летом, это было середина лета, я достал все свои цепи на 45-ки и просто их надел на тягач. На тягач, на прицеп, на рулевую ось. Все разных видов замки. И все, я их сложил обратно, и я спокойно в следующий раз, когда ситуация пришла мне уже в бою, так сказать, надевать цепи, я их надел без всяких проблем. Ну и то есть то же самое относится к кемперам, к легковым. Все цепи надевают одинаково. Габариты тягача, вес общий, плюс-минус по стандартам Европы, но небольшие отступления есть. В Норвегии общий вес 50 тонн. Как в Скандинавии в целом. И длина состава без дополнительных разрешений 25-25. Норм по высоте как таковых нету. Ездят тут и 4.30, и 4.60, но с такими будками вы не везде можете ехать. Поэтому в основном здесь 4, 4.10 и 4.30 это потолок.
кто катается, знают уже по определенным просто маршрутам. С 4.30 вы не проедете по 50% дорог Скандинавии. Ближний свет фар должен быть включен у вас всегда. Контроль по весам частый, очень много контрольных пунктов, просто по взвешиванию. За несоблюдение тоже все жестко, за каждую тонну и так далее. Но есть допуски есть везде, и в том числе и в Норвегии. То есть вплоть там до 800 или там даже до тонны бывают допуски. Я там точно по ним вам сейчас ничего не скажу. Если нужно, то тоже пишите, конечно же, и будем, значит, делать видео на эту тему. Ну, конечно же, Норвегии тоже сейчас начали наказывать за телефон в руках, ну, что не важно, во что-то вообще в руках. Поэтому только использование какой-то громкой связи, гарнитуры и так далее. Алкоголь в крови должен быть 0. Кстати, еще такой моментик. Норвегия, все знают, что она не в Евросоюзе, она в еврозоне. И здесь действуют нормы ввоза на алкоголь. Но все эти нормы ввоза на алкоголь для водителей перечеркиваются. У водителя в кабине не должно быть никакого алкоголя. Это по закону. Что же вам грозит, если вдруг у вас алкоголь? Если у вас 2 бутылки пива или там 1 бутылка вина, то никто вам ничего не сделает. Но если у вас целый палетник пиваса там или водяры ящиками, ну то вам хана. Просто-напросто вам хана. Следующий важный пункт – неписанные правила, да, и культура вождения в целом в Норвегии. Кроме официальных законов, в Норвегии есть и свои дорожные традиции, которые стоит уважать. И когда я первый раз попал в Норвегию, я был очень удивлен этому всему, потому что в большинстве странах это уже забыто. Вежливость и терпение норвежцы вводят спокойно, без агрессии, не подрезают, без причины не сигналят. Если что-то такое с вами происходит на дороге, то маловероятно, что там за рулем норвежец. И есть отдельные нации, на которые мы не будем тыкать пальцами, которые не умеют приспосабливаться к другому обществу. Они едут сами же в чужое общество, но к нему они не приспосабливаются. Первый, наверное, пунктик такой из этой всей ситуации, это, конечно же, узкие дороги и разъезд с автомобилями. Видим, остановились, пропустили, если надо, сложили зеркало. Туннели узкие бываем тоже, притормаживаем, иногда останавливаемся даже и точно так же слаживаем зеркала. Традиционно, когда вы уступили кому-то дорогу или кого-то где-то пропустили, вам моргнут аварийкой. Я не знаю, почему мне хочется сказать аварийкой. Конечно же, поворотник лево-право, лево-право. В предыдущем видео о Германии я точно так же оговорился не аварийкой, а манипуляцией поворотником левым-правым, левым-правым. В ответ сказать, пожалуйста, вы можете моргнуть дальним светом. Включить его и не выключать. Конечно же, это шутка. Короткое моргание дальним светом в жопу идущему, если вы его пропустили там с кармашка кого-то или что-то еще, то есть здесь это такая традиционная тема. Приветствие друг друга. Чем дальше на север, тем вы будете зачастую вот это вот видеть всегда. Норвеги здороваются. Если кто-то валит там лицо клином, это не Норвег. В целом норвеги также передвигаются без всякой навигации, без ничего. У них нету тут отряда вот этого вот 500 навигаторов и непонятно чего. То есть они едут, всегда все контролируют. И это так должен делать каждый. Вы не просто рулите и все. Вы должны смотреть, где, что, как, кто там, вон, ага, вон далеко там зверь какой-то идет. И я всегда вот тоже такое говорю на канале, что вы должны смотреть не то, что перед вами, а вы должны смотреть то, что у вас за поворотом или даже за горой. Учитесь, развивайте свое зрение, чтобы у вас глазомер заруливал за поворот, и тогда у вас будет все хорошо. И меньше навигации всей этой херни. Здесь все нужно контролировать для успешной работы. Тем более в зимний период. Летом, да, вот так вот можно ездить, колупаться сутками в носу. Но зима вот вам все эти фишки не простит. Поэтому, если вы не контролируете дорожное движение, то вы в жопе будете просто-напросто. Вот и все. Также традиционно, кто едет тяжелый, пропускает собравшуюся колонну сзади.
Первый ближайший какая-то парковочка, либо карманчик, пропустил всю колонну, поехал дальше спокойно. И здесь я хочу кемперам всем сказать, кто собирается в будущем ехать в Норвегию, кто уже здесь. То же самое, если вы не едете, а вы ползете, вы рассматриваете достопримечательности, фотографируете, я все прекрасно понимаю. Но не нужно собирать колонны. Точно так же остановитесь, пропустите. Например, шведы и норвеги также катаются на кемперах здесь в большом количестве. Они, практически всегда это соблюдают. Тоже, если он едет медленно, он рано или поздно, скорее всего, рано, он быстренько где-то какая-то остановка будет, съездик небольшой, там поворот. Он в него спокойно станет, чтобы пропустить всех. Точно так же, там, кто едет на пикапе каком-нибудь с прицепом тяжелый, он не может там в гору ехать. Точно так же все делают. Естественно, то же самое по движению на серпантине. Где-то какие-то завороты, повороты. Легковые также лояльно очень к этому всему относятся. Все понимают. Всегда остановятся и не будут лезть на рожон. На рожон может лезть только не знающий, который не местный. Зачастую он на других номерах, примерно на итальянских, испанских, французских. Там ребята, они мало информируются, прежде чем ехать в Скандинавию, к сожалению. Надеюсь, с этим выходом видео они будут больше обращать на какие-то местные правила и традиции. Точно так же в зиму крайне редко кто перед вами выскочит какая-нибудь легковая перед подъемом. Крайне редко. То есть вообще в целом вождение именно в Норвегии, самое, по мне, так правильное и такое порядочное во всем. Парковки для грузовых и кемперов. Начну с кемперов. Для них парковок огромное количество, как платных, так и бесплатных. На платных вам предоставляется электричество, душ, вода, туалет. Зачастую, и стиральные машины с сушилками. На бесплатных может быть функция платное электричество, естественно. Стоянок по всей Норвегии огромное количество. Каждый найдет любую на вкус. Возле озера, возле речки, в горах, там, под горой, в туннеле. Ладно, в туннеле не видел. Стоянки для грузовиков вы также можете искать на Вегвесене. Там есть весь список грузовых стоянок. Грузовые стоянки хорошие, с полным сервисом, зачастую с полным сервисом, но есть и исключения. Грузовичок с прицепом. Это стоянка, на которой в основном должен быть душ и туалет, но есть и такие, где нету душа. Будет только туалет. То есть вода будет теплая, зачастую очень редко попадается, где нет теплой воды, либо туалет сам по себе холодный. То есть все подготовлено для зимних условий. Также это 95, даже может быть больше процентов. Хотя, наверное, слушайте, забыл, когда я видел стоянки в Норвегии платные. Есть, они встречаются в основном на шестерке, там есть парочка, я знаю точно. Может быть, там каких-нибудь 2% стоянок есть платных в Норвегии, но не более. Остальные все бесплатные. Есть закрытые, то есть вы при подъезде звоните там либо по телефону, либо есть звоночек и говорите, я такой-сякой, заезжаю, вас запускаю. Либо же автоматические ворота просто по звонку, они открываются, вы заезжаете, точно так же потом выезжаете. Также доступ к комнатам водителя зачастую бывает по номеру телефона. Я это не раз показывал на своем канале. Вы также само звоните, у меня в телефоне сохранены там 5 стоянок, где сразу я уже достаю, звоню, захожу. Все, дверька открывается вам автоматически, вы заходите. Точно так же встречаются иногда и с сушилками, и стиралками. В общем, по сервису по Норвегии в целом, по стоянкам, это лучшая страна по грузовым стоянкам, которую я знаю, и там, где я работал. А работал я много где был, и есть с чем сравнить, а нет балды здесь что-то говорить. Есть и обычные карманы, есть лесники, и тоже на лесниках везде будет теплая вода, теплый туалет и чисто. Главное, что будет чисто. Ну и, конечно же, нужно это доносить до всех вновь прибывших водителей, потому что не каждый понимает, что такое культура, что такое чистота, что нужно ёршиком уметь пользоваться, что нельзя ничего красть. А если видите это, не надо там кого-то пинать под прицеп, вызывайте полицию, потому что вам это чревато будет, неважно, что вы за идею там и все остальное. Вызовите полицию на него, если вы видите, что человек что-то украл, там тянет куда-то там
либо где-то что-то он повредил, точно так же сфотографируйте, сделайте по возможности видео, вызовите полицию, и они его найдут и накажут. И я думаю, больше он в Норвегию не въедет. В Норвегии очень сильно это не любят, когда портят имущество, принадлежащее самой Норвегии. На широких дорогах пропуск спецслужб точно так же. Если кто-то видит мигалки, все разъезжаются. В целом, эта традиция такая, она по всей Европе. То есть, только единственное, что где-то, как в Германии, за это жестко наказывают. И все там разные виды штрафов могут быть. В Норвегии же, я не знаю, честно, на законном уровне, есть ли какой-то штраф, если вы там не съедете вправо или влево. А так, просто я наблюдаю со своей стороны, как я работаю. Едем, даже обычная дорога, проселочная, такая узкая, неважно какая, все куда-то все равно сразу съедутся, разъедутся и остановятся и пропустят полицию, либо скорую, либо пожарных. В Норвегии вам могут ехать навстречу и моргать дальним. Могут это сопровождаться каким-то жестом, типа ремень, полиция. Звери, я не знаю, там могут показать рога, но обычно просто моргают, предупреждают, ты просто уже оповещен. Значит так, спереди за поворотом, за горочкой, за подъемчиком что-то есть. Это могут быть звери, это может быть полиция, это может быть какой-то инцидент, там, авария там, или кто-то остановился на полосе. Тоже всегда за это предупреждают. И да, за полицию тоже в Норвегии предупреждают, особенно когда в кустах кто-то сидит с радаром. В ответ благодарим рукой спокойно и едем дальше. В целом, по Норвегии, да, не только дороги, вежливость ихняя очень на высоком уровне. Приветственность тоже на высоком уровне. Водители с водителем, как я и говорил, что тем более раньше это было и на Западе, когда я еще пришел, еще чуть-чуть это застал. Где-то, если ты едешь по горам, ты с водителями со всеми здоровался. Сейчас уже нет такого. Практически нет. Здороваемся с автобусами. Где-то на стоянке остановился, кто-то где-то рядом подъехал, ты рядом подъехал, или наоборот на заправке, это так. Все всегда друг друга приветствуют. Полностью. Вот, я не знаю, вот сегодня только первый день я хожу, да, въехал в Норвегию, приехал на стоянку зайти, сходить, взять кофе, да. Выхожу, 2 автобуса. Привет, 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 привет. Все, прошел мимо, там пикапчик там меня пропускал. Хоп-хоп, поздоровались, все, прошли мимо. Вот, все. Будьте вежливыми, будьте приветливыми. И тогда Норвегии вам всегда помогут и протянут руку помощи, если она вам будет нужна. Норвегия очень чистая страна. И огромное количество стояночек с красивыми пейзажами, видами и всем остальным. Каждый норвег всегда уберет за собой мусор. Что я не могу сказать о других нациях, которые здесь приехали на ПМЖ. Норвеги любят чистоту, и поэтому соблюдайте просто-напросто чистоту. Потому что на фоне, когда у вас есть фьорды, водопады, горы и лежит мусор, ну это же ни в какие ворота. Ну и, конечно же, лось. Лось – главное достояние Норвегии и царь дорог. Зачастую он любит в 5 утра выйти на дорогу, особенно когда у водителя слабая бдительность начинается к этому времени, и постоять на дороге, посмотреть по сторонам. Косули, олени разных видов. Если на западе у нас более обычные олени, то на севере, естественно, у нас северные олени. Гуляют они везде толпами. Кстати, на западе очень часто вы можете встретить барашков, да, бегающие по дороге. Поворот, горы, серпантин, поэтому не разгоняемся, смотрим внимательно. Видим какую-то ферму, тоже смотрим сразу внимательно по обочинкам, потому что могут быть и маленькие ихние детеныши бегать. Да, и последнюю, наверное, традицию, ну и мне ребята говорят, что это и законом прописано, я, честно, не знаю по этому поводу, но машина едет на подъем, уступаем дорогу, неважно кто вы, легковой, грузовой, если дорога узкая, проблемная, зимняя, там обочины заметены, дайте спокойно, чтобы он поднялся, уступите дорогу. Итак, друзья, вождение грузовика в Норвегии – это уникальный опыт, зачастую с серьезными вызовами и с решением серьезных задач. Ко всему к этому у вас потрясающие виды. Горы, фьорды, водопады. Как в сказке. Летом, зимой
осенью рыбалка, в летнее время грибы, ягоды. Красота. Главное быть подготовленным, знать правила, законы и уважать местные традиции и других участников движения. Надеюсь, вам это видео было полезным. Пишите о своем опыте езды по норвежским дорогам, кто сталкивался с какими-либо проблемами, может быть, штрафами. Будет интересно все это почитать и обсудить в комментариях. Ну и с вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia, а я продолжаю работать. До новых встреч, пока-пока.